Which one of us has the power to limit Gurudev's mercy? Кто из нас сможет ограничить милость Гурудева? У кого есть такая сила и энергия? So if we understand the meaning of the word mercy, then it must be for everybody, because mercy precludes any type of qualification. Если мы разберемся или понимаем это понятие милость или сострадание, то мы должны будем признать, что это для каждого. Оно подразумевает, что это дается тем, у кого нет никаких качеств и квалификаций, даже таким личностям. So then it must be for everybody. Поэтому это должно быть для каждого. Это не что-то исключительно для определенного круга. But mercy has its own flow. We can't control the flow of mercy. Но также милость – это определенный спонтанный поток, который зависит только от своего собственного желания. И мы не можем контролировать этот поток милости. And if mercy is above justice, then it is above justice from every angle of vision. Но если милость превыше справедливости, то она будет выше справедливости, как бы мы на нее ни посмотрели, какой бы грань мы ни увидели. But we have a material estimation of things, so we can't always understand that. Но поскольку у нас есть собственные материальные представления и оценка происходящего, то мы часто не можем понять, что происходит. Which generally means we can understand it when something good happens to us that we know we don't deserve, but we can't harmonize it when something bad happens to us that we think we don't deserve. И часто мы думаем так, что когда происходит что-то хорошее с нами, мы можем принять это как нечто гармоничное и милостивое, но когда и мы считаем, что мы заслуживаем этого, но если что-то плохое происходит с нами, мы обычно считаем, что мы этого не заслуживаем. If we have no qualification to get this mercy, can we get this, or can it come to us without our qualification from our side? There is no qualification. If there is qualification, then it's justice, then it's not mercy. Если бы речь шла о квалификации и о качествах, то это была бы справедливость, но мы говорим о милости. What is the difference between justice and mercy? Какая разница между справедливостью и милостью? Justice means as you deserve, you get. Справедливость означает то, что ты заслуживаешь, ты получаешь. Right? According to your qualification, according to your action and reaction, according to this and that, you'll get what you deserve. That's called justice. В соответствии с твоими качествами, твоей квалификацией, твоими прошлыми поступками, реакцией на ними, ты получаешь по заслугам. То, что ты заслуживаешь, ты это и получишь. So, of course, if we think what is mercy, it is above justice, there is no qualification. And if there's a qualification, then it's not mercy. Поэтому, если мы говорим о какой-то квалификации и качествах, то мы говорим явно не о милости. And I think it was Bimalkanti Prabhu who asked the question to Srila Gurudev the other day about, do we need mercy for our spiritual life? Is mercy like always, is our spiritual practice always depending on mercy? And Gurudev replied, not just material life, every life we need mercy. И, возможно, это был Бимал Канти, который недавно спросил Гурудева такой вопрос. Нуждаемся ли мы в милости в нашей материальной жизни? И можем ли мы прогрессировать в материальной жизни или в духовной жизни без милости? И Гурудев сказал, не только для материальной, в любых видах жизни необходима милость Господа. You may, I don't know, do they have capital punishment in Russia? Capital? Yeah, death sentence? No, not death. Okay. Anyway, then you may be sentenced to life in prison, right? But Vladimir Putin, he can pardon you. He has that power, right? He can, I believe, he must have that power, right? In America, they do. То есть в Америке, he can give you a pardon, and you'll be released from prison. В Америке есть смертная казнь. В России, я не знаю, скорее всего, нет ее. Но президент обладает полномочиями освободить какого-то заключенного, приговоренного к смертной казни. Он может своей подписью подарить ему жизнь. By justice, by qualification, you have to spend your life in prison. One merciful stroke of his pen, you're free. То есть, если говорить о справедливости, то если вам дали пожизненное заключение, то чтобы отработать, вам нужно всю жизнь просидеть в тюрьме. Но по милости, если президент подпишет какой-то документ, амнистию, то вас отпустят раньше, и это будет не по заслугам, это будет как милость. So even in this plane, mercy is above justice. Поэтому даже на этом плане бытия мы видим примеры того, что милость выше справедливости.
And on a divine plane, it's the only transaction. А на божественном плане бытия это единственно возможный обмен чувствами. Или только так действует в божественном мире. So that's the prayer of the Vaishnava. И это молитва Вайшнава. Remember me in that way. Помни меня таким образом, то есть помни, меня, что я жажду милости. Remember, I have some connection with your devotees. Вспомни о том, что у меня есть связь с твоими преданными. Majjanmana phalamidang marukaitavari mad prartaniya madanugraha esheva tvad britya britya paricharaka britya britya brityasya brityam iti mang smaralokanata. My dear Lord, please always remember me like this. I am the servant of the servant of the servant of the servant of your servant's servant's servant. В этом стихе преданный говорит, молится Господу. Он говорит: Господь, пожалуйста, запомни меня именно в таком состоянии, в котором я нахожусь сейчас, что я слуга, слуги, слуги, слуг преданных. So that's our prayer. Такова наша молитва. That's the prayer of Krishna consciousness. Такова молитва сознания Кришны. We have to remember that. Нужно это помнить. In the external world, we always want to go higher. We want a higher position, right? We want to be promoted. We want management. We want power. You know, we want something. Во внешнем мире у нас постоянно наблюдается тенденция к занятию, чтобы занять какое-то положение. Мы хотим обладать какими-то полномочиями. Мы хотим занимать какие-то высокопоставленные позиции. Но здесь не нужно проявлять такой тенденции. But real Krishna consciousness means to go in the other direction. Настоящее сознание Кришны означает, что мы должны направляться в абсолютно противоположном направлении. It has nothing to do so much with the external thing. Сознание Кришны, оно не говорит о каких-то внешних вещах. But it has to do with our internal feeling. Это что-то связанное с нашими внутренними чувствами. For Gurudev's service, we can accept a management position, we can accept any position, but we have to maintain the proper internal feeling. Если для служения Гурудеву, если Гурудев попросит нас выполнять служение на какой-то высокой позиции, занять высокое положение, да, ради служения мы сделаем это, но нам не нужно забывать о том настроении, с которым мы должны выполнять наше служение. And we're seeing that in the devotees all around us. И мы можем увидеть это на примере преданных, которые находятся вокруг нас.